что все-таки происходит? Почему мы стоим на каждом полустанке? У каждого столба. Ну в чем дело? А вы не видите красный? Черт знает что. Мы и так на 4 суток опаздываем. Как будто мы не воинский эшелон. Ну, наконец-то, поехали. Филипп Андреевич, все поезда встречные. Раньше обгоняли, а теперь навстречу. По-моему, мы вообще едем в обратную сторону. Советского информбюро. Вечернее сообщение 13 августа. В течение 13 августа наши войска вели бои с противником на Кексгольмском, Старорусском, Смоленском, Белоцерковском направлениях. Несколько дней назад наши войска оставили город Смоленск. Да, у них что-то случилось. Да нет, просто задержались. На 4 суток. Водичка из родника. Угощайтесь, а то с голода помрете. Не побрезгуйте, товарищ командиры. Спасибо, отец. Не рассчитывали, что столько здесь просидим. Поезд. Точно поезд. Подъем! Вылазь! Приехали! Подъем! А ну шевелись, слезай! Слезай давай! Леша! Подъем! Интересно, куда это мы приехали? Куда это нас занесло-то, а? Да, приехали. Здравия желаю, товарищ. Здравствуйте, Ведеркин. Наконец-то. А где остальные командиры? Никого больше нет. Вот только Барышников, командир саперного взвода, сержант Соловей. Что, больше никто не прибыл? Никак нет. Да быть того не может. Так. Ну, как говорится, назад не поедешь. Вероятно, штабные невязки. К сожалению, это еще бывает. Бывает, бывает. Принимай командование над 2-й ротой. Сержант, над 3-й. Максимально. Есть. Ускорить выгрузку. Максимально. Есть! Старшина! Я! Побыстрее! Побыстрее! Есть! Побыстрее, ребята! Ну вот, ехали, не торопились, а теперь давай, давай. Да чё хватаете, как диверсанта? Иди, иди. Да ну отпустите!
Держи его, Кагибаев! На! Получай, Рясина! Не тебе меня ловить! Отставить. В чем дело? Вагон не прятался, товарищ капитан. В стену залез. И без документов! Да есть у меня документы. О, орденов-то понавешал, а? Значит, имею право. Вот документ, справка из колхоза. Так, Деметков Ефим Иванович. Я самый. Это как же ты сюда попал? Из Смоленской-то области. Так очень просто, товарищ капитан. Дом ездил продавать. У меня тетка тут в Благовещенском весной померла, а дом хороший остался. Вот я и поехал. Кроме меня некому было. А теперь куда? Так обратно домой. Родных повидаю и на фронт. Все одно через полгода призовут. Я ждать не буду. Ты не в ту сторону заехал, Ефим Иванович. Как не в ту? Не в тот поезд забрался. Так ведь воинский же. Значит, на запад, к фронту? Ну ладно, разбираться нам некогда. Пойдешь с нами. Но, товарищ капитан, я не могу. Мне на фронт. Вы не имеете права задерживать. Вы проследите, чтобы он не убежал. Ну что копаетесь? Все в порядке. Последних выводим. Быстрее, быстрее. Батальон! Колонна по 3! Становись! Но куда же мы все-таки приехали? Что это за место? И почему нельзя по-человечески объяснить? Учти, Арясина, я все одно убегу. Предупреждаю, чтобы после не обижался. Ну, поглядим. Шире шаг! А куда это вас гонит такой рысью? Шленкин, не отставать. Сейчас. А у него задние ноги спотыкаются. Ноги. Говоришь много. Зачем вы его взяли, товарищ капитан? Куда ж он поедет? Его деревня уже под немцами. Как? Он просто не знает. А ваша семья? Пока никаких известий. Мы допустили просчет в первых стратегических операциях. А то что ж такое? Не прошло 3 месяцев, они заняли Прибалтику. Подошли к Киеву, к Ленинграду. Подтянись, шире шаг! Если нас привезли в тыл, для чего такая гонка? Я не понимаю. Что вы? А потом ты понесешь. А вы думаете, нам еще долго идти? Нет, Филипп Андреевич. Сразу подам рапорт. Вон мальчишка. И тот на фронт бежит. Мужики. Воды, мужики. Ну, водички. Глоточек. А? На, Арясина. Кипяченая? Кто? Ну, вода-то, говорю, кипяченая. А то у меня желудок. Это мне кажется? Деревня. Вон деревня, уже близко.
Здорово, капитан. Здравствуй. Здравствуй. Что случилось? Вчера заварушка была, сегодня приказ срочно эвакуировать семьи. Что, так серьезно? Да мы тут как на вулкане. Ты людям сразу скажи, что мы тут на волосок от войны. Воздух! Рассредоточиться. Воздух! Ну, самолет. Ну и что? Это японец, разведчик. Как японец? Над нашей территорией? Тут граница близко. Но ведь у нас с Японией нейтралитет. Я его сниму, товарищ капитан. Он у меня сейчас кувыркнется. Да нет, Ефим Иванович. Подождем. Да чего ждать-то? Винтовку только дайте. Не было приказа огня открывать. Понятно? Эх, жалко. Не растягиваться! Шире шаг! Правое плечо! Вперед! Марш! Прямо! Стой. Видите? Погранзастава. Там наберете воды. Не могу! Больше не могу! Хоть стреляйте. Вставай. Вставай. Ну вставай же, Терентий. Шленкин, встаньте в строй. Сейчас. Я помогу. На речке, на том бережочке мыла Марусенька белые ноги. Мыла, белила, сама говорила. Мыла, белила, сама говорила. Марусеньки серые гуси плыли к морю. Застава! Ружье! По коням! Почему стреляют, а? В кого стреляют? Стой! Отклонись! Направо! Равняйсь!
Товарищи красноармейцы, поздравляю вас с прибытием к месту службы. А где ж тут место? Здесь мы с вами построим военный городок и здесь будем служить. Я понимаю, что каждый из вас хотел бы сейчас попасть на фронт и сражаться с фашистами. Но Родина приказала нам быть здесь, на Востоке. И мы этот приказ с вами выполним. Предупреждаю, что рапорты об отправке на фронт принимать не буду. Наша линия фронта здесь. Вольно. Разойдись. Ведерников, винтовку с оптическим прицелом. Быстрее, быстрее. Ищите, а то в траву забьется. Это что ж такое? Что это? Донесение шпионское. Черт, не успел выстрелить. Я б его тоже снял. Я думал, ты давно переловил этих голубятников. Ну да, мы тут сложа руки сидим. Да ты не обижайся, слишком долго они здесь орудуют. А ты попробуй, перелови. Знаешь, с кем дело-то приходится иметь? Это ж бывший белогвардейец атаман Семенов. Вон, любовница его, Маруська, недалеко, до сих пор проживает. 20 лет сидели тихо, скрывались, как клопы. Надежда появилась. Вместе с немцами и японцами матушку Россию освободить. Ты думаешь, как? Война с самураями будет, а? Лично я не сомневаюсь. Начнут. У них накоплен громадный военный потенциал. По сути, все государство превратили в военную машину. Лейтенант Ведерников у нас стратег. Это у меня потомственное. И отец и дед и прадед в штабах служили. Привыкли мыслить масштабно. Ну а Япония неизбежно ввяжется в конфликт. Вопрос времени. Я тоже так думаю. Слишком момент удобный. Все наши силы на Западе, вот у самураев и чешутся руки ударить в спину. Орлы. Как они воевать-то будут, комбат? Генерал? Товарищ генерал, вверенный мне батальон... Знаю, почему опоздал. Но рубеж обороны нужно занять своевременно. Полковник Дубов, начальник укрепрайона. Знакомьтесь. Так, а ну-ка, Дубов, давай-ка нам карту и побыстрее. У тебя гребенка есть? Гребенка? Ну, гребенка, расческа, ну что-нибудь. Спасибо. Задача ясна? Так точно. Успеешь? Учти, самое слабое звено – это твой участок. Понятно. И потом вот еще. Что бы ни случилось, не поддавайся на провокации. А может случиться самое страшное. А ты выстань. Понимаешь, руки у нас связаны. Понимаю, товарищ генерал. Товарищ генерал, разрешите обратиться к товарищу капитану? А, я вижу, вы знакомы. Ну, 2 минуты.
Больше дать не могу. Здравствуй, Павлик. Здравствуй, Катя. А я и думала, что ты на фронте. Да ты знаешь, отказали. Ага. Правда? А я и думала, что тебе никогда не откажут. Да вот ты не знаешь случайно. А как твоя семья? Мальчишки как? Товарищ военврач, пора. Да, комбат, я навел справки, как обещал. Пока никаких известий. Будем ждать. Катя, ты его семью знала? Да, мы с его женой школьной подруги. Судя по всему, его семья погибла. Под бомбежку попали. Ну, пойдем, пойдем. А ну-ка, давай-ка, сниму пробу. Ты что наварил? Как чего? Суп, гороховый, концентратный. Ты знаешь, что он наварил? Ну, хочешь, я скажу, что ты наварил? Ну, чего? Ну ты брось. Ты прекрати так выражаться. Ты видел, какую мне воду привезли, а? Ну, сказать мне, на чем я готовлю. Ай, вот это вот действительно не вода. На. Попробуй. Пошли. Спасибо. Я на гражданке даже ресторанную пищу не мог переносить. Эй, где остальные, а? Ребята! Красноармеец, Симочкин, подъем. Что такое? Пойдете в наряд. Повторите. Как положено по уставу? Положено отвечать. Красноармеец Симочкин пост принял. Вот так и отвечайте. Шакалы. Они людей не трогают. А я их совершенно не боюсь. А это что это? Ведь это же город. Город только за кордоном. Японцы? Манчжурия. Но все равно там японцы. Красноармеец Симочкин, принимайте пост, как положено по уставу. Есть. Товарищ сержант, красноармеец Дуюнов пост сдал. Красноармеец Симочкин пост принял. Ну что, есть вода? Так какая тут вода? По всем признакам, товарищ капитан, здесь ее вообще нет. Искать не умеете. Иди-ка отсюда. Да имеется тут вода, товарищ капитан. Ну уж мне-то поверьте. У меня дед водяной леший. Мы с ним по деревням ходили, сотни этих колодцев вырыли. Грунтовые воды здесь глубоко, понятно? Товарищ капитан, ну хотите, докажу. Вот если я найду воду, вы меня с почетом отправляете обратно, на фронт. Ну давайте поспорим. Слабо? Ну? Слабо? Ладно, ищи.
Ефим Иванович, давай-ка вылезай. Давай. Оп. Так. Ну и как? Да земля тут какая-то не такая, товарищ капитан. Угу. Ну не нашего богу. Но спор-то есть спор. Так что уж придется тебе здесь послужить. Это чего? Чего? Это вся дневная норма? Вся 300 грамм. Не, мужики, я так не могу. Мне двойная норма полагается. Не полагается. Ну подожди. Акинбаев. Коканбаев. Ну, Коканбаев. Ну, сам-то небось. Хлещешь, сколько влезет. Наливай. Слушай. Большой, да? А совесть вот. Еле видно. Иди. Пасись. Да, так что же будет с водой, а? Ты же видишь, всю ночь копали. А вода где? Ну хорошо, я согласен без жилья. Даже без сносной пищи. Но без воды-то! Прекратить разговоры. Саперы называется. Оттянись! Проходить по одному. Мужики, никак через границу поперли. Это первая КСП. Контрольно-следовая полоса. Поживей. Государственная граница СССР. Разрешите мне посмотреть? Японцев не видно? Леша. Идите в строй. Окоп полного профиля. По 2 куба на человека. Симочкин. Я. От этого камня до этого. Егоров. Я. От этого до этого. Красноармеец Дуюнов. От этого камня до этого. Филипп Андреевич, ну это практически невозможно. Леша, перестань называть меня по имени и отчеству. Да мне трудно отвыкнуть. Я уже не учитель, ты не ученик. Оба мы солдаты. Хорошо, молодец. Держи. 1 на отделение. А чтобы обидно не было, через час меняться. Шленкин. Мужики! Пополнение прибыло.
Да какое? Здесь, что ли? Ну, земляк, давай. А чё? Показать вам, как в Смоленской области копают? Ну-ка, отойди-ка. Товарищ капитан, Я вас слушаю. я слышал, вам грамотный писарь нужен. Да, нужен. Ну так вот, ну я-то как раз, я на гражданке-то ревизором работал. Ну, в системе, в Торчермет. Это что за система такая? Утильсырье, что ли? Нет, ну это приблизительно. А вообще-то я даже бухгалтера замещал. Любой документ оформлю. Тяжело. Ну, организм, товарищ капитан. Я же всегда на сидячей должности. Ну ладно, давайте лопату, товарищ капитан. Ну, вам же трудно. Нет, ну я говорю, если писарь нужен. А что писарь? Писарь у нас работает наравне со всеми. Днем копать, а вечером бумаги составлять. Так что хотите... Нет, никак нет, товарищ капитан. Ну, от чего ж? А я сейчас подумал. Почерк-то у меня плохой. Филипп Андреевич. Вон, смотрите. Ух ты. Товарищ капитан, смотрите. Я знал, что это начнется. Вот оно. Так. Ружье. Батальон в ружья! Расчет к бою! Быстрей, быстрей. Держи.
Ударит по слабому участку. Они знают, где слабый участок. Вот наше опоздание, вот потерянные дни. Прекратите, Ведерник. Просто обидно, товарищ капитан. За какой-то мелочи. За чьей-то ошибки. Прекратите. Ну что, комбат, я вижу, тебе сразу повезло. Так. Объявите приказ. Огня не открывать. За самовольную стрельбу расстрел на месте. Ясно. Ну, я вам дам прикурить. Приказ огня не открывать. За самовольную стрельбу расстрел на месте. Это почему же? Ну, а если они в меня? Ёжики курносые. Опять не стрелять. Командиров не хватает. Не хватает? Назначай своих. Немедленно. Егоров, принимай командование на 3-й ротой. Я? Ты. Товарищ капитан. Высшее образование. Сбор проходил? Давай, командуй. Это как называется, а? Это в меня будут стрелять? А я утирайся. Эй, вы! Гоните котелки. Пища остывает. Ты чё? Чё? А чё? Да ты взгляни. Сейчас такое начнется. Ну, пока начнется, вполне успеете. Да пошел ты со своим концентратом. Ну чё? Ну ты, хрен моржовый, растопырился. Питаться желаешь? Упрашивай тут всякого. А что, есть не хотят? А мы не откажемся. Верно, Дубов? И докажем, что аппетит нам испортить нелегко. Тебе же приказывали не стрелять! Кто? Кто стрелял? Товарищ полковник, ну я... За невыполнение приказа. Товарищ полковник, ему не успели передать приказ. Егоров ведь не успели? Не успели, да? Так точно не успели. Я виноват. Да нет же, я слышал приказ. Ну ведь голубь летел, товарищ. Опять шпионский голубь через границу. Товарищ полковник, Правда, я не попал. этот случай я должен был предусмотреть, а солдат, он не мог иначе. Ну, солдат, твое счастье. Леша! Лешенька! Да как же это? Егоров! Не стрелять! Все равно не стрелять. Повторяю приказ. Огня не открывать. Лейтенант! Диверсанты нарушили границу. Начальник заставы просит людей Да что, он с ума сошел? прочесать сопки.
против нас, по крайней мере, полк. В чем дело? Опять нарушитель, товарищ генерал. У Тарасенко не хватает людей. Поможем. Ёжики курносые. Понял? На нервах играет. А ты спокойней, спокойней, лейтенант. Тут без этого долго не продержишься. Речки на том бережочки мыла Марусенька белые ноги. Рота, слушай мою команду. Прочесать сопки. За мной! Слышь, Егоров, а поедем по диверсантам? Огонь можно открывать? А, Егоров? Попей водички, Егоров. Мужики, вода! Назад, назад, куда? Открывай, люди пить Нельзя. хотят. Нельзя. Нельзя, говорю, нельзя, нельзя. Чего нельзя? Вода для кухни. Ну и Вода что? для кухни. Для кухни еще привезешь. Может, я скомандую? Они еще не привыкли, что вы командир роты. Отставить! Слушай мою команду. Рота! Становись! Вот и напились. А вы кто? Чопан. Пастух. Здесь овец пасет. Хороший пастух. Мамоновский я, здешний. Овцу потерял. Овцу и ищет. Да и не стал бы я искать, пропадя она пропадом. Да теперь за каждую овцу можно и под расстрел угодить. Указ. А мне приказано задерживать всех посторонних без исключения. Сержант, здравия желаю. Заступись. Вспомни хлеб-соль. Встречали мы его с лейтенантом Ведерниковым. Кормил нас. Но все же полагается его задержать. Приказ есть приказ. Ну что ж, пойдем на заставу. Кто со мной? Ты, сержант? А то ведь от новобранца я убегу. Плыли к Марусеньке серые гуси. Да, сержант, плохая у тебя память-то. Почему же? Я же вас вспомнил. А пожар помнишь? Кто тебя из огня вытаскивал? Алексеев. Ай-яй-яй, Витенька. Вспомнил такие. А откуда ты здесь? Почему?
Да я тебя и в детском доме проведывал. Отец твой, Витенька, живой, здоровый. Это ты врешь. Врешь. Кланяться велел, сказать кое-чего. Ну что, ничего не заметили? Сейчас. Товарищ капитан, пока никого не обнаружили. Только Чебана отправили к вам на заставу. Он не прихрамывает? Кажется, хромает. Да. А вот тут нет ничего? Есть шрам. А, черт! Да пойми ты, твой отец не виноват, что он тебя за беспризорника выдал. Он и сам не знал, уйдет ли живым. Нынче, слава тебе, Господи, все вернется на круги своя. Будешь ты опять русский дворянин, а не шушера какая, без рода, без племени. А где отец? Обещал скоро быть. Очень скоро. Он что, в этой банде атамана Семенова? В банде Витенька бандиты. А он офицер. И не Японии, России служит. Ложись. Тихо, Витенька, тихо. Нельзя мне к ним попадаться. Следят за мной. Давно следят. Ну и что же теперь? Спасай меня, как я тебя. Уйдем за кордон. Спокойно можно уйти. Встать! Брось, Витенька. У тебя другого выхода нету. Руки. Ну, руки вверх! Я на этих руках носил тебя, Витенька. Беги. Ну, уходи! И запомни, что нет у меня отца! Нету! И ему передай! Опять стреляют. Да что же это делается, рубить твою капусту? Ну, хоть когда-нибудь-то я разок стрельну, а? Подержи-ка. Так. При попытке к бегству. Добавил ты нам хлопот, сержант. Нечаев, обыщите труп. фронтах. На 14 декабря уничтожено 24 немецких самолета.
Разрешите, товарищ? Да. Я насчет топлива. Ничем помочь не могу. Железная дорога загружена. Широта крымская, долгота колымская. Ты чего? Ты взгляни. Ты что, оглобля? Поверил этому свисту? Ничего я не поверил. Вон, скосоворотился. Зазяб я, Ефим Иванович. У меня организм холоду не переносит. Холодно? Ну так давай, грейся. Грейся, грейся. Что есть часовой? Часовой есть живой труп, завернутый в тулуп и выставленный на мороз. Ну да, если мне еще тулуп. Я бы, знаешь, кум королю. Стой. Смена идет. Товарищ командир! Товарищ младший лейтенант! Присвоили! Разрешите поздравить? Спасибо. Я и правда сегодня именинник. Второй сын у меня родился. Ну да. Правда, полмесяца назад. Но письмо только что пришло. Ну, ура, крикни! Только тихо. Только тихо! Ура! Его рука. Его рука? Жена карандашом обвела. Ну, мощная рука. Нет, я имею в виду, в смысле будет. Задатки намечаются. Докладывайте, как обстановка? Никаких происшествий, товарищ младший лейтенант. Правда, плакат повесили. Так это художественный свист. Наплевать и забыть, ясно? Не знаю. Сводку я не слышал. Но думаю, это брехня. Да ясное дело, брехня. Я тебе что говорил? Брехня! А дров опять не привезли. Глянь, даже кухня не топится. Ну хорошо, я согласен без воды. Даже без сносной пищи. Но без тепла-то. Вы идите, а сейчас. Пошли. Товарищ младший лейтенант, разрешите обратиться? Что, Кукенбай? Письма больше раздавать не буду. Возить буду. А раздает пускай кто-нибудь другой. Я не хочу, товарищ младший лейтенант. Но ведь хорошие письма тоже приходят. Их гораздо больше. Вон как ты меня обрадовал последним письмом. Нет, товарищ младший лейтенант. Не могу. Кто хочет, пускай отдает. Я не могу. Не могу. Ефиму Демидкову? Вы не подумайте, я не хотел. Нечаянно, на почте развернутое было. Ну и что в нем такого? Да я не могу. Лучше не отдавать. Совсем не отдавать. Лучше сжечь такое письмо. Сержант Соловей. Вы больны? Никак нет. Тогда в чем же дело? Людей вовремя не подняли. Часы остановились. Командуйте подъем. Рота! Подъем! Раздевайся. Выходи на физзарядку.
Дежурный по части лейтенант Ведерников. Мужики! Ничего не знают. Мужики, гляньте, кто приехал! Эх вы! Куда? Куда? Спасибо. Мужики, ущипните меня. Баба. Ну, то есть, женщина. Живая. Замерзли? Разгрузите машину. Немножко есть. А куда ж столько елок привезли? Катя? Товарищ капитан, военврач 3-го ранга Беляева прибыла для дальнейшего прохождения службы. Прохождение. А вы? Старший политрук Будкин. Вот мои документы. Очень хорошо. Давно вас ждем. Вы? Старший лейтенант Сергачев. Ведерников, определите командиров. А вас, Есть. военврач, я прошу остаться. Вот что, капитан. Я лучше сразу, чтобы не вводить в заблуждение. Не рассчитывайте, что я здесь останусь. Говорю по-честному. Я подал рапорт начальнику укрепрайона. Сегодня же подам рапорт вам. Так. Дальше? Я поеду на фронт. Угу. Только не надо мне ничего объяснять, не надо меня агитировать. Я работал секретарем райкома партии. Если я решился на такой шаг, значит, я обдумал его и за свои действия отвечаю. Под Москвой, где решается судьба Родины, воюет танковый экипаж. Мои сыновья, их было 3. Один из них погиб. Я должен занять его место. Помогите мне. Если у вас есть дети, сыновья, вы меня поймете. Рапорт об отправке на фронт нам подавать запрещено. Но я поддержу ваше ходатайство. Спасибо, капитан. Зачем ты приехала? Меня сюда прислали. Я спрашиваю, зачем ты сюда приехала? Павлик, я не обманываю. Поступило распоряжение. Ну ладно, не притворяйся. Я отлично знаю, зачем ты приехала. Даже в письмах об этом намекала. Это что, преступление? Я думала, что я смогу помочь тебе хоть как-то. Да ну неправда. Катя, как ты можешь? Вы ведь школьные подруги. Я ничем не оскорбила ее память. Память? Какую память? Я верю, что они живы, понимаешь? Ты живы! Товарищ капитан, прикажите, я тоже подам рапорт. Хотите, я уеду сегодня же. Но я приехала сюда не ради вас. В батальоне цинготные заболевания ожидаются вспышки инфекции, поэтому меня сюда прислали.
Здравия желаю, товарищ врач. Ой, здравствуйте. Вы пищу готовите? Так точно. Эту хвою мелко порубить, заварить кипятком. С сегодняшнего дня все будут принимать витаминный настой. Понятно? Так точно. Боюсь, что это невозможно. Почему? У нас топлива нет. Но это первоочередная необходимость. Это же лекарство. Неужели ничего нельзя придумать? Так точно. Можно. Ну что ж, начнем испытывать новую технику. Егоров, приступайте. Пускай! Вот видите? А надо, чтобы не боялись. Настоящий танк, он пострашнее. Терентий, почем дрожжи продаешь, а? Ты сам попробуй. А копчик маленький. Я же не помещаюсь. Она дура слепая. Комбат, а ну-ка разреши мне. Давайте. Егоров, давай. Вас не задело? Давайте помогу. Не надо мне помогать. Я сам. Что, плохо? Ничего, сердце. Че, а белье совсем снимать? Совсем. Че, без ничего оставаться? Тогда и побыстрее, чтобы не замерзнуть. Маникюр наводит. Маникюр. Чал бы. Заходите. Раздевайтесь. Мужики, ну прям как в кино. Повернитесь ко мне. Откройте рот. Зубы не качаются? Десна. Кровь есть? Что вы, товарищ врач, у меня организм как часы. Головокружение есть? Ноги опухают? А ноги у меня всегда были такие. Насекомые есть? А лично я не допускаю. Я их керосином травлю, да. Ну а что, мы культурные люди. Сделаю укол, ложитесь туда на живот. Ай! Нет. Нет. Что хотите со мной делайте. Режьте меня, стреляйте. А я туда не пойду. Нет, нет, я не пойду. Очень больно. Не. Следующий. Ему как слону дробина. Расплюнуть. А мы тут, Терентий, думали, что ты ради докторши. Чего? Нет, Тоже. не могу. Что хотите со мной делать, а я не Куда? Куда, герой? Уколой испугался. Ну, кто дрожжи продает? Кто? Я на гражданке в объединении Вторчермет. Ревизором работал. Ой, Терентий. голова кружится. И еще вопрос. Чебан был вооружен? При обыске трупа был обнаружен маузер, но он им не воспользовался. Товарищ капитан, подойдите, пожалуйста. Я не знаю, что у них там произошло, но мне думается, сержант поторопился.
Почему сержант Соловей до сих пор исполняет обязанности командира взвода? Да потому что у меня батальон не укомплектован. Командиров не хватает. Кем персонально он назначен на эту должность? Мною назначен. Вами, хорошо. Товарищ капитан, можете быть свободны? Теперь меня интересует красноармеец Демитков Ефим Иванович. Демитков. Зачисленный в вашу часть 11 августа сего года. Здесь справка, что он уроженец Смоленской области и больше никаких документов. Как это прикажете понимать? Все правильно. Он мой земляк. Пожалуйста, пригласите сюда командира 3-й роты Егорова. Налетай, орлы! Сегодня по 100 грамм даю. Ты что опять наварил-то? Лесная сказка шампанское по рецепту военврача Екатерины Ивановны. Ежики курносые. А где наш стол? Куда наш стол подевался? Ваш стол, Ефим Иванович, по случаю выпивки вылетел в трубу. Живой скипидар. Клопы сдохнут. Да. Мужики, а вот сколько, к примеру, танк стоит? Ну, не самый здоровенный. Ну, так, средний. Че, купить, что ли, хочешь? Господи, теткин домик в 3 окошка. А? Вот куплю себе танк и прямым ходом на фронт. Демитков! Демитков. Я. Комбату. Должны тебе сообщить. Товарищи красноармейцы, сынки мои, вот что пишет сестра Ефима Демиткова. Как пришли в деревню фашисты, то согнали всех, и старых, и малых, к Дому культуры. Потом привели тятеньку, всего избитого, и расстреляли на наших глазах. Люди стали кричать. Тогда немцы из автоматов по женщинам, по детишкам. Там дальше написано, как немцы убили младшего брата Ефима Демиткова. Мне уже, старому человеку, это страшно читать. Я вот что думаю, сынки мои, хоть и не позволили нам рапорты об отправке на фронт подавать, но я думаю, что для лучших солдат мы добьемся разрешения. Это фонд обороны. Вот полевая почта, где мои сыновья служат. Не потеряй. Обязательно просись к ним. Пиши. Ну, держи, на память. Иди. Ефим Иванович! На, возьми на дорожку, дружище.
Ефим Иванович! Мужики! Счастливого пути! Неси, ёршики курносые! До свидания! Буду писать! Не поминайте лихом! Ну как в Ташкенте? Товарищ младший лейтенант, расскажите какую-нибудь книжку, а? Ну, для полного вот удовольствия. Да вы замучились сегодня. Какие книжки? Ну, товарищ младший лейтенант. Ну, Филипп Андреевич. Ну, ладно. Расскажу. Была такая историческая личность, протопоп Аввакум. Это что, священник, что ли? Священник. И один из первых русских писателей. Удивительный человек. И судьба ему выпала удивительная. Значит, вы совсем не помните своих родителей? Я говорил уже, что совсем не помню. Ну, может, какие детали сохранились в памяти? Это был город, деревня. Не знаю. Ну, и должны же оставаться какие-то первые впечатления. Я помню только детский дом. Детский дом. Но в Белореченский детский дом, судя по документам, вы попали в 22-м году. Странно, что вы ничего не помните из предыдущего времени. Я помню только, как беспризорничал и жил на вокзалах. На вокзалах? На каких? Вокзалы-то разные бывают. Южные, северные, в Сибири, на Дальнем Востоке. Эти какие были? Не знаю. Я вас вызову еще раз, сержант. А вы, очень вас прошу, постарайтесь подумать и вспомнить. Идите. Есть. Сержант. Что? Извините. Да я не понимаю, а что ж тут особенного? Ну, мерз. Ну, голодал. А вот, к примеру, лопатой вкалывал? Или просто так сидел? Надо послушать, как он пишет. Но за 10 лет много того было. Беды, грех, боль. Боевая тревога! Ружье! Рота! Ружье! Сержант Соловей, ваш взвод давно построился. Психическая атака? Сейчас посмотрим. Но, похоже, обычная провокация. На нервах играют. Паша! Ты что? С ума сошла? Бегаешь, понимаешь, по окопам в полный рост. На то. Мешочки. Товарищ сержант! Товарищ сержант! Вы куда? Товарищ капитан, это сержант Соловей.
Уйдет ведь. Что он делает? Там ведь минное поле. Огня не открывать! Так. Так. Пуговица. Рядовой кучер. Я. Почему не сменили подворотничок? Так не успел, товарищ старший сержант. Ну так вот, наряд на кухню вне очереди. За неопрятный внешний вид. Есть. Вот так. Ну а вот это вот что такое? Ну почему учебное пособие не на месте? А потому что оно дырявое. Дырявое. Эх! Aldam niye boynidan tayorayken Давай! Ну давай! Чё? Ну давай! Чё? Ну давай! Чё? Ну давай! Хумбар, кəlləng işləydin, yiyor mu seni? Коня пугать, я тебе покажу, где рак зимует. не найдется. Ефим? Ефимджан! Ефимушка! Эй! А ежики курносые! А ну-ка! Молодец! А? Эй, стики! Товарищ Тушина! Молодец! Товарищ Тушина! Ну что? Сообщение! Какое? Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Еще до встречи вышла нам разлука, и все же о тебе я вижу сны. Ну разве мы прожили б друг без друга, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны? Наверное, я до срока стала старой, а только в этом нет твоей вины.
какой бы мы красивы были парой. Мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. Никто калитку стуком не тревожит, и глохну я от этой тишины. Ты б старше был, а я была б моложе. Мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. Поздравляю. Спасибо. Переливай сюда, чтоб красиво было. Чего принесла? Картошку. Горячая. Ой, Катя. Товарищи офицеры. Вольно. А, так вы уже празднуете. Понятно. А меня в компанию берете? Милости просим, товарищ генерал. Спасибо. А где Тихонов? Ух ты, вот это да! Кого я вижу? Да вы ли, товарищ капитан? Разрешите? Поздравляю. Поздравляю с победой. Спасибо. Поздравляю. Комиссар, мы не сражались на Западе, но в этой великой победе есть и наш вклад. Мы сделали все, что могли, верно? Значит, это и наша победа. Правильно я говорю, комиссар? Да, кстати, комиссар, у тебя офицеры спиртным не балуются? Никак нет, товарищ генерал. Смотри, это что-то посуда водочкой попахивает. Ну, пойдем-ка. С тебя причитается, комбат. Нашлась твоя семья. И жена, и дети. Вот, пожалуйста, все живы и здоровы. Да. А насчет медали вы не беспокойтесь. Для вас новая чеканит. Да где уж, Ефим Иванович? В мирное это время. Мирная? Самураи-то продолжают войну. А кто ее прикончит?